Вы знаете, я когда столкнулся с разработчиками непосредственно этого препарата, я тоже задавал этот вопрос, как врач, как непосредственно человек, который хотел бы это применять, советовать и другим людям. И я был сам удивлен, что первым делом я посмотрел, что у нас существует на рынке. Да? Я открыл интернет, начал смотреть какие-то вещи, и я столкнулся, что гуминовые кислоты и очень много вещей, где ярко описано гуминовые кислоты. И я тоже начал задавать вопросы, а в чем же в принципе отличие? И тогда я вот начал получать ответы, что существуют нюансы. И эти нюансы желательно бы знать. И знать каждому человеку, который бы хотел применять гуминовые кислоты. Потому что, опять же, подчеркнусь, разговаривая со многими людьми, с пациентами, я слышу ответ: так, Леонид Маркович, мы применяем гуминовые кислоты. Мы давно уже их применяем. И я говорю, а какие? Какие непосредственно гуминовые кислоты вы применяете? Так вот, здесь желательно бы простому обывателю, простому человеку понимать, что гуминовые кислоты гуминовым кислотам рознь. Первое. Нужно понимать, из какого материала вы их получаете. Это первое. То есть нужно задаться себе вопросом, а что содержится в этом материале? Какое качество этого материала? Это раз. Второе. А какая технология? То есть мы должны четко понять, когда нам говорят, мы особой технологией что-то делаем. Желательно, чтобы меньше было, так сказать, темных пятен, чтобы было четко прослежено технологический процесс. И я не побоюсь сказать, что Proto-Humix непосредственно это единственный препарат на данный момент, который в основе содержит технологию. Технология, которая защищена и запатентирована. Это очень важно, потому что много умельцев, которые говорят, мы производим, мы даем на гора, как говорится. Вопрос как, из чего? Позадавайте эти вопросы. Когда вы столкнетесь именно непосредственно с Proto-Humix, то здесь не существует белых пятен. Здесь существует именно научный подход, который базируется на технологии, защищенной, патентированной в больше, чем в 57 странах. Это тоже за себя должно говорить. И эта технология, в принципе, не находится в тени. Она открыта, пожалуйста, вы ее можете изучить.